Друзья, всем привет! Один из самых частых поисковых запросов – как стирать бейсболку и сохранить ее форму. Я взял несколько разных бейсболок, разных моделей. Покажу вам, как я стираю свои бейсболки. Ну, в общем, погнали. Обычно я использую гель для стирки. Геля сейчас, к сожалению, нет, поэтому использую порошок. Добавляю немного шампуня, чтобы было больше пены. Добавляю немного мыла. Это моя фирменная смесь. Есть специальное средство, конечно, для стирки. Я особо не заморачиваюсь, использую все, что есть. Практически у всех фирменных бейсболках вставляют козырьки из прессованной бумаги, поэтому старайтесь сильно не намочить козырьки, слегка, чтобы сильно не напитался водой и не разбух. Пластиковые козырьки в основном вставляют только в китайских бейсболках. Бейсболки New Era обычно стираю щеткой, желательно помягче, но у меня другой нет, поэтому буду использовать такую. Желательно сильно не усердствовать, конечно, легенько, и не делать сильных круговых движений, чтобы не скошлатить ткань. Ну и в бейсболках New Era ткань очень качественная, в данном случае это шерстяная бейсболка, ну и полиэстер, каттон. Очень хорошего качества, поэтому я особо не заморачиваюсь. Все бейсболки от компании New Era стираю щеткой. Ткань очень стойкая к стиркам, не кошладится. А щетка хорошо отстирывает любые пятна. Ну а вот, например, снэпбэки от компании Nike, шерстяные, я тоже стираю щеткой. Ткань тоже такая же, как у New Era, очень качественная. А вот такие же модели только из полиэстера щеткой стирать нельзя. Найковский полиэстер очень сильно кошладится, поэтому лучше стирать губкой, чтобы не испортить бейсболку. Друзья, кстати, в комментариях подсказали, если загрязнился белый вышитый логотип, можно использовать зубную пасту с зубной щеточкой, хорошо очистить, будет красивый беленький. Все отлично, обильно споласкиваю водой, чтобы не осталось разводов и пятен от порошка, и отправляем на сушку. Я обычно сушу бейсболки вот так вот, просто ложу полотенечко, желательно полотенечко даже сложить в несколько раз, чтобы хорошо впитывало воду. Ну и ложу бейсболки на полотенечко, чтобы стекли. Немного полежит, стечет, потом можно убирать уже в любое другое место. Следующая бейсболочка, это обычная китайская дешевая подделка. Это полиэстер, по нему видно, что он сильно кошладится, поэтому щеткой такую ткань стирать нельзя, буду использовать губку. Козырек, кстати, в этой бейсболке тоже бумажный, поэтому сильно мочить не стоит. Если, конечно, бейсболка сильно грязная, то можно использовать щетку, но желательно очень мягенькую и не сильно придавливать. И делать только движение щеткой из стороны в сторону по направлению ворса, без круговых движений. Если же бейсболка не сильно грязная, то в принципе губка отлично с этим справляется. Внутри бейсболки подкладка обычно сильнее всего загрязняется, пропитывается потом, особенно в районе лба, обычно грязнее всего, можно почистить щеткой. Пятно от наклейки очищаю зубной щеточкой, не стал использовать большую щетку, она сильно жесткая, скошлатит ткань. Зубная щеточка более мягкая, отлично с этим делом справилась. Все, споласкиваю, отправляю сушить. Следующая бейсболка вот такая, от бренда Fred Perry, это ткань пике, хлопковая, очень нежная, такая пористая ткань. Думаю, сильно не рисковать, бейсболка не сильно грязная, лучше использовать губку. Козырек толстый, но тоже из бумаги, поэтому тоже лучше сильно не мочить. Внутри подкладка грязная, затертая, использую зубную щетку. Эта бейсболка с мягкой лобовой частью, не формованная, поэтому она не держит форму. Напихиваю внутрь бейсболки пакетов. Ну, у меня нет полотенца, лучше использовать полотенце или какие-то тряпки. Они лучше впитывают воду. Все, отправляем на сушку. Ну и последняя бейсболка, тоже хлопковая, обычный хлопок, такой на вид очень тоже мягкий, нежный, думаю, лучше все-таки использовать губку. Козырек тоже картоновый, поэтому стараюсь стирать аккуратно, чтобы сильно не намочить козырек. Кстати, видел ролик, чувак после стирки надувает внутри бейсболки воздушный шарик, чтобы он держал форму. Если есть шарик, в принципе, можете надуть шарик, но тогда придется бейсболку повесить на веревку. Я такого никогда не делаю, все равно, когда бейсболка висит на веревке, ткань немножко растягивается и искажает форму. Ну и не всегда под рукой есть воздушный шарик. Эта модель тоже мягкая, поэтому тоже набиваю ее пакетами, выставляю форму. Ну и все отправляю на полотенце, пока не стечет. Друзья, я постоянно мониторю интернет в поисках классных каналов по бейсболкам. Есть испаноязычный канал, где чувак реставрирует бейсболки. Ну и там он после стирки бейсболки выжимает в стиральной машине. Я решил попробовать, что из этого получится. Поставил функцию отжим, пробую. Ну что могу сказать, воду выжила, конечно, бейсболка влажноватая, но уже с нее вода не течет. Но как видите, лобовая часть бейсболки немножечко помялась с обоих сторон, вот видно такие замятыши, теперь придется восстанавливать. Поэтому я бы такой метод не советовал. Все-таки лучше просто положить бейсболку на какое-то полотенечко, чтобы вода сама стекла. Тогда бейсболка точно не утратит форму. Бейсболки уже полежали на полотенце около часу, в принципе вода с них уже стекла.
Можно перенести на сушилку, ну и удалить пакеты. В общем, как-то так, друзья. Надеюсь, видео было полезным. До новых встреч. Пока-пока.